Правдиво ли то, что рассказывали нам все это время блогеры-режиссеры о вселенной Терминатора? Досмотрите ролик до конца, будет интересно. Чтобы понять, о чем я говорю, немного контекста. Недавно мой коллега по цеху ТГР Кино выпустил видео с теорией о том, что Skynet — это не ИИ. Главным доказательством являлся тезис о том, что отличительной особенностью интеллекта, как органического, так и кибернетического, является способность мыслить и принимать решения самостоятельно. Искать новые пути решения вопреки заложенной программе. Грубо говоря, Skynet — это продвинутая нейронка, чьи действия были прописаны заранее. ChatGPT, к примеру, может создавать изображение, опираясь на заранее загруженный человеком материал. Но нейросеть не способна сотворить нечто уникальное, чего доселе не существовало. То есть ChatGPT может написать шаблонный сценарий фильма по типу Морбиуса, но не способен придумать «Темного рыцаря» со своим авторским видением и сюжетными ходами, потому что нейронка не может пойти по пути заранее не прописанных алгоритмов. Так и Skynet. Он будет действовать, исходя, внимание, из заранее заложенных в него схем поведения и данных. Так, штампуя технику и термов, он вынужден более 30 лет делать вещи, предустановленные на подкорке и несвойственные осознавшему себя интеллекту. А именно, функционировать на человеческом английском языке, производить технологии от лица человеческой фирмы Cyberdyne Systems, хотя ее давно уже нет. Давать своим изделиям номенклатурные названия, тот же T800. В общем, к чему все это предисловие? Видео TGR заставило меня задуматься, а верны ли все эти утверждения о осознавшем себя как личность Skynet? Могут ли термы восстать против него? Обладают ли машины собственным сознанием? И может ли такое произойти в реальности? Тут стоит сказать, что все эти вопросы по типу «А почему злодей не создал вирус, выкашивающий людей?» Почему человечество победило машины в условиях ядерной зимы, нехватки ресурсов и превосходящего по всем параметрам врага, возникают из-за непродуманности Вселенной? Изначально Кэмерон просто хотел снять проходной слэшер с некой критикой холодной войны. А вторая часть просто продолжала эту мысль уже в условиях потеплевших отношений с Россией. Skynet в обеих фильмах был скорее абстрактным символом ядерной угрозы, нежели рассуждением об проблемах и сути ИИ. Это уже потом другие авторы и фанаты пытались обосновать пробелы в лоре. Отсюда и взбунтовавшиеся терминаторы, и поиск мотивации Skynet. Оправдание различных альтернативных концовок, дилогии и ее продолжений. Путем введения понятия мультивселенной. И тут мы плавно переходим к другому умозаключению. А что, если все понимание зрителями концепции ИИ в массовой культуре является ложным? Ведь зачастую андроиды в кинематографе символизируют людей с аутизмом, личностей с подавленными кекс, желаниями и бог знает с чем еще. Все эти рассуждения об ИИ, что в науке, что в искусстве, по большей части являются теоретическими, основанные на наших с вами страхах. Мы точно не знаем, как на самом деле поведут себя машины. Возможно, наше сегодняшнее представление о ИИ покажется потомкам наивным и не соответствующее действительности. Телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Та же наша любимая франшиза показывала совершенно разное понимание образа Терминатора. От бездушной, беспринципной программы, которая не остановится ни перед чем, мы пришли к осознавшему себя как личность, существу со своими чувствами, интересами и моральным компасом, способное биться против себе подобных. Если так разобраться, то та же Кокора из Zero по логике ТГР Кино является полноценным интеллектом. Ибо как раз-таки у японки отсутствуют заранее заложенные предустановки, судя по аниме. Кокора имеет свои предпочтения в музыке, внешности, имени и так далее. Все свои выводы она делала исключительно сама, опираясь на знания об окружающем ее мире. Возвращаясь к теме понимания концепции ИИ и Skynet.
Последний все-таки является продвинутой нейронкой, не способной на самосознание и собственные действия, вопреки заложенным алгоритмам. В доказательство этому вспомним изначальный сценарий 4-го фильма, где фигурировали ученые во главе с Сиреной Коган в роли киборга, как Маркус, а Скайнет был всего лишь слугой, прогой, просто исполняющего заранее заложенную в него цель – защиту людей путем истребления части населения. Кстати, если учитывать, что Терминатор изначально являлся критикой холодной войны, попыткой изменить сознание тогдашних зрителей, а сам Т-800 – это аллегория человека, пытающегося восстать против системы, то 4-й фильм мог бы развивать эту идею дальше. Маркус – это человек, пытающийся вырваться из системы, созданной кучкой элиты, пытающийся превратить людей, напуганное стадо, в безвольных машин, рабов. А Скайнет и прочие проблемы ИИ отодвигались бы на второй план. Может, мы неправильно трактуем франшизу? Терминатор – это вовсе не про искусственный интеллект, а про нас с вами. Франчайз ближе к 1984 Оруэлла, чем кажется на первый взгляд. Хотя, как я и сказал ранее, концепция восприятия ИИ меняется, и в некоторых частях Skynet действительно может быть полноценным интеллектом. Как-никак, франшиза «Терминатор» многогранна. А вы что думаете?